70 тысяч россиян без воды, массовое отравление в школе, 10 лет колонии после той самой голой вечеринки. Это новости на Ходорковский лайв. Ставьте лайк, подписывайтесь. Российские военные обстреляли Украину. В Сумах при налете шахедов погибли 2 человека, сообщают власти города. По их данным, дроны ударили по жилому району. 12 человек получили ранения. В России, по данным Минобороны, за ночь перехватили 23 украинских дрона. Это в Брянской, Калужской и Курской областях. В последнем, в результате одного из последних ударов, был ранен северокорейский генерал. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на западных официальных лиц. Как зовут северокорейского военачальника и каким образом он был ранен, издание не уточняет. Ранее сообщалось, что ВСУ могли ударить ракетами Storm Shadow по санаторию управления делами президента в Курской области, где сейчас, вероятно, располагается командный пункт российской группировки в регионе. Этот пункт могло использовать и командование войск из КНДР. Ранее сообщалось, что в Курской области находится около 11 тысяч военных из этой страны. Россия предоставила Северной Корее зенитные ракеты и средства ПВО в обмен на использование северокорейских военных в Украине. Об этом сообщил советник по национальной безопасности Южной Кореи Шин Вон Сик. По его данным, в обмен на солдат КНДР получит от Москвы военные технологии для своей спутниковой программы. Кроме того, BBC пишет, что с марта Россия поставила Северной Корее более 1 миллиона баррелей нефти. Опрошенные изданием эксперты, а также глава британского МИД Дэвид Лэми считают, что так Москва расплачивается за оружие и солдат. 1 миллион баррелей нефти, отмечают журналисты, это минимальная оценка. Часть рейсов танкеров не смогли отследить по спутникам из-за облачности. Курс доллара в России взлетел до уровня марта 2022 года. На валютном рынке Форекс он поднялся выше 103 рублей. Евро достиг отметки 108 рублей, вернувшись к значениям октября. Растет и юань. Его курс впервые с октября прошлого года превысил 14 рублей на бирже. Продолжает расти число отравившихся в школе Канска в Красноярском крае. Сейчас в списке заболевших 48 человек, в том числе дети. 34 ребенка и 3 взрослых госпитализированы. У одной из учащихся, 8-летней девочки, лабораторно подтвердили сальмонеллез. О вспышке кишечной инфекции в 15-й школе Канска стало известно 2 дня назад. По данным прокуратуры, питание в ней организовывал индивидуальный предприниматель. Идет проверка. 70 тысяч жителей Саратова остались без водоснабжения. Коммунальная авария произошла в том же месте, о починке которого власти отчитались всего 4 дня назад. При прошлом ремонте этой трубы присутствовал лично временно исполняющий обязанности мэра Саратова Павел Сурков. Теперь люди пишут ему, что вынуждены держать запас воды в квартирах. До 10 лет колонии грозит медиаменеджеру Игорю Мишину. Накануне у него прошли обыски. Телеграм-каналы отметили, что Мишин является организатором голой вечеринки, той самой, после которой стали отменять выступления ее участников, а Анастасия Ивлеева отметила свой день рождения на Донбассе, по ее же заверениям. Мишин – генеральный продюсер онлайн-кинотеатра «Кион». Накануне сообщалось, что обыск прошел по делу, цитата, в рамках которого проверяется связь лиц, обвиняемых в пособничестве украинским террористам. ТАСС писал, что дело касается неких иноагентов, а близких силовикам Телеграм-112, что это дело об оправдании терроризма против галериста Марата Гельмана. РИА Новости писали, что при обыске силовики якобы нашли запрещенные вещества. Сегодня прокремлевский Мэш написал, что у Мишина якобы нашли наркотики в крупном объеме. Журналист Дмитрий Колезев назвал дело Мишина политическим. Силовики пришли с обысками к родителям Евгении Чириковой. Информация об этом появилась утром на ее сайте «Активатика». Связи с ними нет до сих пор. В публикации говорится, что, по словам адвоката, родители активистки проходят свидетелями по ее делам о фейках об армии и терроризме. Сама Евгения связывает визит с выходом фильма «Узники» о похищениях российскими силовиками мирных украинцев. Политическому заключенному Игорю Барышникову нужна срочная медицинская помощь. Как пишет ОВД-инфо со ссылкой на адвоката Барышникова Марию Бонслер, из-за стресса политзаключенный практически ослеп на 1 глаз. Зрение 2-го глаза снизилось наполовину и продолжает падать. Нужно срочное медицинское вмешательство, чтобы избежать полной слепоты. Кроме того, у него начались осложнения из-за того, что ему слишком долго не проводили нужную операцию. Игорь Барышников из Калининграда осужден на 7,5 лет колонии из-за антивоенных постов. В конце сентября его прооперировали, удалив аденому предстательной железы. Защита политзаключенного настаивала на этой операции минимум полгода, но врачи колонии откладывали решение. И это все важные новости к этому часу. Не забудьте поставить лайк этому ролику. Это поможет большему числу людей увидеть альтернативные Кремлю новости. Подписывайтесь на нас в Ютубе, подписывайтесь в Телеграме. Там мы тоже выкладываем наши ролики в аудиоформате. Оставайтесь с нами на связи даже в случае полной блокировки Ютуба в России. В студии для вас сегодня работала Екатерина Воропай. Берегите себя и до встречи.